Всем большой привет, меня зовут Света, добро пожаловать на канал. Не забудьте подписаться. На канале я показываю свою работу, выполняю коррекцию ногтей и интересные дизайны, рассказываю маникюрные истории и делюсь полезными советами. Сегодня я отвечу на самый часто задаваемый вопрос к видео о наращивании ногтей на типсы. Так сколько же держатся такие ногти? Как и что делать с ними после 3 недель носки? Ко всем таким вопросам я буду теперь оставлять ссылку на это видео. Эти ногти я наращивала вместе с вами, видео есть на канале, ссылку оставлю в описании под видео. Сейчас ногтям месяц, нет 2 ногтей, это ногти моей дочери, и тут она боролась с банкоматом, который пытался съесть ее карту. 2-1 в пользу банкомата, так как карту Анюта все же забрала, подарив терминалу 2 ногтя. В этот раз длину Аня решила оставить, фрезой убрала совсем немного, буквально насколько отросло. Спиливаю старый материал, как при обычной коррекции. В прошлый раз при наращивании я немного перемудрила с базы на ногтях при приклеивании типс на клей. Видимо, я что-то упустила, на большом пальце появилась вот такая огромная отслойка геля именно от типса. Возможно, я не запилила типс на этом пальце, либо Анюта своими пальцами потерла типс, оставив жирный след. Аккуратно спиливаю отслойку и работаю как обычно. Оставила тонкий слой базы на ногте и на самом типсе. Начинаю опил. Будем менять форму на миндаль. Если вы ловко работаете фрезой, то спилив ею углы при снятии материала, можно сэкономить время на опиле. Мне же удобнее выпилить форму пилкой. Помним о точках вроста, там мы не пилим, ну и клюв немного подберем, если он есть. Отросшую часть ногтя тоже пошаркать не забываем. Маникюр. Я уже приподняла кутикулу апельсиновой палочкой, ее тут совсем чуть-чуть, до и после на ее руках снимать вообще не интересно. Работаю алмазной фрезой пламя с красным поясом 23 диаметра. Наращивание на этом и большом пальце буду делать также на типсы. Сейчас можно разглядеть соседние ногти, типсы совершенно незаметные и ногти выглядят как натуральные. Выворачиваю кутикулу мини-юбочкой и еще раз прохожу щечкой фрезы уже в другую сторону, чтобы еще больше вывернуть. Далее шаром 5 диаметра с красным поясом срезаю сухую полосочку кожи. Выполнила маникюр на всех ногтях, приступаю к наращиванию. Процесс это быстрый и, несмотря на палец-страдалец, дискомфорта мы ему не причиним. Кстати, далее во второй части этого видео этот ноготок и соседний также придут побитыми. Анюта будет уже бороться с дверью от машины. Клею типсы, как и в прошлый раз, на клей для страз и типсов. Но тут уже я не мудрю, типсы не запиливаю, базу на ноготь не наношу. Клею типсы на обезжиренный ноготок. Очень важно подбирать типсы по размеру ногтя. Длину убираю типсорезом, а углы типса можно откусить ненужными кусачками. Но я опять-таки буду пилить. Тем более этот пластик замечательно пилится. Выпиливаю форму свободного края и фрезой убираю ступеньку к натуральному ногтю, особенно у боковых валиков. Там гель ложится тонко, нужно это учитывать. Далее праймер. Полусухой кистью прохожусь по всем ногтям. Слой на слой стараюсь не наносить. Я слышала, от этого могут быть отслойки. Перед выкладкой геля обязательно покрываю ногти в тонкий слой каучуковой базы. Гель от Космопрофи, линейка Secret Nails в оттенке Cover 1. Он немного темнее, чем обычный камуфляж, но не менее красивый. Промазала ноготь тонким слоем геля, ставлю каплю, пододвигаю кутикуле и постепенно стягиваю к торцу ногтя. Тонкой кистью помогаю гелю ровненько лечь по бокам.
Гель средней вязкости, с ним очень комфортно работать, не затекает и отлично самовыравнивается. А стоит дешевле, чем в прозрачной баночке Космопрофи. Отлично подойдет для новичков и таких капуш, как я. Перед покрытием пилкой еще раз прохожусь по торцу. Вы только посмотрите, какие красавцы получились. Вот с бумажными формами у меня бы так точно ровненько не вышло. Гель-лак выбрали 206 от Fiore. Популярный оттенок, и это уже второй флакончик. Плотно ложится с первого слоя, и в сочетании с цветом геля можно выкрашивать вообще в один слой. Я же выкрашиваю в 2 слоя все ногти, где не будет дизайна, и перекрываю сразу топом. В качестве дизайна будет френч, но френч необычный. На указательном и мизинце будет широкая улыбка. На фото улыбка была почти в половину ногтю, и в этом вся фишка. Но я все-таки сделала что-то среднее. На среднем пальце будет тоже необычный френч. Сначала рисую очень тонкую улыбку. Можно сказать, просто обвожу торец ногтя тонкой полоской. Сушу в лампе и рисую улыбку дублер. Тут пришлось повозиться, но смотрится очень красиво. Перекрываю топом без липкого слоя Космопрофи. Вот такие получились милашки. Все-таки типсы значительно экономят время при наращивании и носятся тоже хорошо. Сейчас будем выполнять вторую коррекцию на этих ногтях. Ногти вернулись через 3 недели, и сдается мне, что если бы указательный палец не прищемили дверью, ногти бы благополучно гуляли дальше. Здесь мы уже спиливаем длину ногтей, форма в этот раз будет квадрат. За 7 недель натуральный ноготь под типсом уже успел отрасти, и если у клиента возникает желание снять типсы, то длина своих ногтей будет почти такая же, какую мы сегодня оставим на ногтях. Только типсы спиливать я не буду, чтобы показать, что типсы носятся до полного срастания. При условии, конечно же, своевременной коррекции, ну и если вы с терминалом и машиной драться тоже не будете. Ну и вот наш ноготок, который мы наращивали в первой части видео. Ему тоже досталось дверью. Отслойку обязательно нужно все убрать. Видно, что больше досталось типсу, но я все же решаю его оставить. Вспомним, как ноготь был сломан под мяско, и вот настолько он благополучно отрос под типсом за 3 недели. Выполняю маникюр. Здесь я уже снимала на телефон, как-то неудобно его поставила, поэтому ракурс тут, конечно, не очень удачный, зато на работу можно посмотреть в прямом смысле под другим углом. Выполнила маникюр, обезжирила ногти и нанесла каучуковую базу Uno в тонкий слой. Полигелем заложу проплешину на ногти. Можно, конечно, было бы перенарастить, но и такого ремонта вполне достаточно.
Ставлю заплатку, и сверху будет еще база выравнивающим слоем. Так что все норм. Кстати, указательный палец я нарастила гелем на верхние формы, но, к сожалению, кнопку записи на телефоне не нажала. Я молодец. Полигель просушили, пилкой сглаживаю неровности для выкладки базы выравнивающим слоем без опила. Обратите внимание на свободный край, насколько он отрос за 7 недель под типсом. Сейчас это длина своего натурального ногтя, и в принципе типсы уже можно было бы все спилить. Надеюсь, этим видео я ответила на ваши вопросы, сколько можно носить типсы. Пока не срастут. Как снять типсы? Просто спилить. И вредны ли типсы? Вредны ровно настолько, насколько вреден гель-лак. Ну еще и вопрос про суперклей. Нет, нельзя. Также много комментариев, что типсы можно клеить на базу. Верю, но у меня не получается. Может быть, именно с этими типсами. Тем временем я делаю выравнивание камуфляжной базы Beautex Nude. Выбрали ее именно по цвету. И в принципе на такой длине он хорошо носится. Правда, ценник на нее за 15 мл сейчас ого-го. Ну и теперь рисуем френч, и почему бы не сделать его зеленым. Мне по душе такой способ наращивания, хотя некоторые пишут, что это прошлый век. Мне нравится, хоть и наращиваю я так только анюте. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам было полезным. Поддержите пальцем вверх, мне будет очень приятно. А также не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали. С вами была Светлана. Всем красивых ноготков. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.